Линь Джай был подобен богу в своей прошлой жизни, так что теперь он чувствует, что может просто расслабляться и лениться. В результате чего он становится бедным безработным сиротой в семье, которая обижается на него за то, что он был таким разочарованием. Однажды вечером его отец отправился за лапшой, но вместо того, чтобы вернуться, он забрал с собой и маму, потому что Джи просто невыносим. В настоящее время он живет со своей младшей сестрой по имени Уэйн, которая также выгнала его, сказав, чтобы он шел искать работу. Когда он уходит, мы видим историческое событие, раскрывающее состояние и историю этого мира. Это был 2093 год, когда гигантский злобный монстр неизвестного происхождения появился на Земле и начал жестоко нападать на людей. В то же время уровень преступности только рос, и люди выходили на улицы, борясь за основные потребности, такие как еда и вода. Как будто этого было недостаточно, оказалось, что Бог отказался и от человечества, поскольку мир теперь кишел этими дикими зверями. К 2095 году конец человечества был неизбежен. Мировые правительства ничего не могли поделать, и все в значительной степени потеряли всякую надежду или впали в панику. Однако в тот момент появился первый супергерой в истории человечества по имени Зеро, что указывало на количество отзывов, которые он дал о том, что кто-то назвал его слабаком. Зеро победил бесчисленные темные силы, как будто они были ничем, и даже получил разоблачительную информацию о преступных организациях. В течение нескольких месяцев он в одиночку спас человечество, обезглавив короля монстров. Зеро был последним маяком надежды для человечества. Однако в один роковой день он был изгнан с линии фронта, и ни одна живая душа так и не узнала, что случилось с героем человечества. Вдохновленные его непревзойденной силой и героическими поступками, сильные люди со всего мира решили объединить усилия и основали Ассоциацию героев, организацию одаренных людей. Обладая сверхспособностями, которые были разведаны, тщательно протестированы и использованы для борьбы с монстрами и преступниками. Все герои и враги подразделяются на 8 рангов, начиная с ранга СС и заканчивая рангом Е. И это возвращает нас к началу истории Джая, который, как ни странно, на самом деле является легендой, скрывающейся за маской первого и самого могущественного супергероя человечества Зеро. Но теперь, когда он стал Джаем, кажется, что все, чего он хочет, это играть в видеоигры и смотреть аниме. Все это время его сестра ругает его за то, что он не моется, оставляет свою вонючую грязную одежду на полу и живет как отвратительный модник Дискорд, который не знает, что такое мешок для мусора. Однажды, прогуливаясь по улице, Джей случайно натыкается на шоу на открытой сцене, которое проводит местная популярная почтовая группа. По сути, это версия BTS из Walmart. Они являются членами знаменитой семьи Шишан и дают живой концерт для своих поклонников. Но во время их выступления несколько головорезов, которые являются бандой преступников класса С, называемых «Черная рука», стреляют в вокалиста. Лидер заявляет, что он пришел, чтобы покончить с ними за то, что они убили его друзей, и посылает своих людей, чтобы покончить с ними навсегда. Они жаждут сладкой мести. Однако, к их удивлению, семья Шишиных умеет драться так же хорошо, как и играть на своих инструментах, и мгновенно уничтожает всех преступников, являющихся пушечным мясом. Когда все его люди повержены, лидер «Черной руки» берет дело в свои руки и сражается с боссом Шишаном 1 на 1, но фальшивый крепыш получает сокрушительный удар, как НПК, и падает на землю. В этот момент появляется Джей и без особых усилий цепляет его за ногу высококачественным наручником, доступ к которому есть только у полиции более высокого уровня. Как оказалось, банда «Черная рука» на самом деле была нанята самим лидером семьи Шишан, чтобы они могли устроить шоу на публике, чтобы завоевать популярность. Думая, что все это было уловкой, чтобы его арестовали, лидер «Черной руки» забывает об их сделке и превращается в своего любимого матча форма, раскрывающая себя как злодея уровня Б. Затем он видит, как лидер Шишан одним ударом отлетает назад и с легкостью избивает остальных членов группы. Как раз в этот момент на сцене появляется герой Иранга по имени Ян и приказывает «Черной руке» сдаться. Затем он вытягивает руки вперед, обнажая свои высокотехнологичные лазерные перчатки и готовится выстрелить в него. Но к его большому смущению лазерные перчатки взрываются при высвобождении, и Ян отлетает обратно в кучу мусора, где ему и место. Ян встает и говорит, что должно быть «Черная рука» проделал с ним какой-то трюк, поэтому вместо этого он пытается сразиться с ним в рукопашной схватке. Но его снова выбрасывают обратно в мусорное ведро. Он еще несколько раз пытается сражаться со всеми своими дешевыми приспособлениями для Бэтмена, но каждый раз его немедленно выбрасывают обратно в мусорное ведро. Раздосадованный, «Черная рука» решает избавить его от страданий и начинает бежать к нему на полной скорости. Цзянь встает и велит Джи убегать. Джи говорит ему, что он наверняка умрет, но Цзянь заявляет, что он герой, поэтому он не может просто стоять в стороне и позволять Джи убегать. Пострадают ни в чем не повинные гражданские лица. Услышав это, Джи чувствует себя виноватым из-за того, что в последнее время был таким неудачником, поэтому он решает сразиться еще раз. Внезапно он вытаскивает из-за спины массивную железную дубинку с шипами, и я позволю вам, ребята, рассказать мне в комментариях о своих мыслях о том, где он мог хранить эту штуку. Он подпрыгивает в воздухе и начинает вращаться как сумасшедший, прежде чем обрушить клюшку на голову Black Hands, завершив всю свою карьеру одним ударом. Ян сразу же приходит в восторг и задается вопросом, как, черт возьми, он только что сделал это, будучи безжизненным гражданским
гражданским лицом. Он хватает Джая за ногу и просит его стать его партнером, поскольку из них наверняка получилась бы лучшая команда. С его большим умом и высокотехнологичным снаряжением, а также выдающимися боевыми навыками Джая. Как раз в этот момент подъезжает черная машина, и из нее выходит богато выглядящая дама. Как оказалось, она является супергероем 3-го ранга в каждом городе по имени Ману, и она подходит к Яну, чтобы спросить его о ситуации. Ян встает и говорит ей, что он победил злодея класса В благодаря своему высокотехнологичному снаряжению наряду с его сверхсильными боевыми способностями, а также представил Джая как своего нового ученика и младшего помощника. Ману смотрит на его глупое лицо и спрашивает, о ком, черт возьми, он говорит, поскольку Джай уже скрылся с места происшествия. После этого Джай возвращается домой и натыкается на свою сестру, которая спорит со своим потенциальным женихом по имени Фэн. Ван сообщает ему, что она официально подала заявление в исследовательский институт доктора Кина. Однако, когда Фэн хочет, чтобы она отозвала свое заявление и вместо этого работала на него в одной из его многочисленных компаний, Гван приходит в ярость, говоря ему, что он не может купить ее за деньги, и заставляет его уйти. Затем Джей заходит к ней и говорит, что ей следует быть более вдумчивой в том, чтобы отвергать таких мужчин. Однако она говорит, что заботится только о Зеро и хочет выйти замуж за такого же мужчину, как он. И Джая передергивает при мысли о том, что его собственная сестра одержима его тайной личностью. Затем Гвен спрашивает его о том, как он искал работу, и он говорит, что ничего не получил, так что они тоже вступают в спор по этому поводу. Несколько мгновений спустя Джан появляется из ниоткуда и официально предлагает Джаю вступить в ассоциацию героев, говоря, что ему даже будут платить зарплату и можно зарабатывать бонусы. Его сестра смотрит на него так, словно именно этого момента она ждала всю свою жизнь, и немедленно подписывает контракт, чтобы он больше не был обузой. После этого Ян ведет его в испытательный центр ассоциации героев, где они видят статую Зеро рядом с кучей других персонажей. Герои ранга СС. Джай спрашивает о них, и Ян говорит ему, что это герои, которые спасли мир вместе с Зеро, оставляя Джая гадать, кто эти мошенники. Он всегда был одиноким волком в своей прошлой жизни. После этого он попадает в испытательный зал и знакомится с героем ранга В по имени Етан, военным танкистом, который является его инструктором по сдаче экзамена на физические способности. Етан называет его обычным манекеном и говорит, что если Джай сможет продержать его целых 3 минуты, то он сдаст экзамен. Затем Джай спрашивает, что произойдет, если я побью тебя, и ошеломленный Джан говорит, что это невозможно, независимо от того, насколько он силен. С этими словами Джай уверенно выходит вперед, и их поединок начинается. Но затем его руки превращаются в 2 клинка, в то время как Джай вытаскивает из-за спины вонючую железную дубинку. Етан бросается вперед и проводит прямую атаку своими клинковыми руками, однако Джай останавливает ее только одной рукой, используя свою дубинку. Экзаменатор в шоке, и даже Етан тоже делает ему комплименты, говоря, что он самый сильный кандидат, которого он когда-либо встречал. Однако в этот момент Етан становится очень серьезным и прыгает за спину Джая, чтобы сбить его с ног. Джай плавно восстанавливается и уклоняется от своего цементного блока, но Етан начинает пинать его целой кучей, как будто он просто пинает футбольный мяч. Джай с легкостью разбивает их, прежде чем они оба снова сталкиваются и вступают в эпическую дуэль, обмениваясь несколькими ударами каждый. Однако Джаю надоедает играть со своей едой, и он прижимает руку Епана ногой, ударяя его коленом в нос и вырубая его. Вот так просто он сдает свой первый экзамен и удивляет всех, так легко победив героя с рейтингом B. Но затем он начинает бояться следующего теста, которым является письменный экзамен. На следующий день Яд просыпается в больнице от кошмара и начинает плакать, как ребенок. Его приветствует Ману, который говорит ему, что ему не стоит беспокоиться, потому что новичок, с которым он сражался, вероятно, был так же силен, как герой ранга А. Но затем она с грустью вручает Джаю результаты письменного экзамена и говорит, что, к сожалению, он настолько же глуп, насколько и силен, учитывая, что ему удалось набрать только 13 баллов из 100. Етан смотрит на лист с ответами в замешательстве, и вскоре кто-то говорит ему посмотреть на его ответ на последний вопрос, который состоял в том, чтобы записать свои идеи и героя. Етан читает это и видит, что Джай ответил на это, сказав, что он не хочет быть героем. И более того, он даже не понимает, что означает справедливость, о которой они говорят, и вообще можно ли это вообще назвать справедливостью. Тем временем снаружи в главном зале Джай и все остальные кандидаты в герои стоят перед доской с результатами тестов, где Ян смеется над Джаем за то, что он получил всего 13 баллов на письменном экзамене. Он говорит, что возможно Джаю стоит подумать о том, чтобы закончить 3-й класс, прежде чем думать о том, чтобы стать героем, и еще больше троллит его. Однако Джай не воспринимает это слишком серьезно и уходит, называя его шумным. Ян идет рядом с ним и советует ему взбодриться, говоря, что он не может быть героем в одиночку, и ему понадобится такой же партнер, как он сам. Он объясняет, что стать героем – это скорее найти нужных членов команды и иметь нужные связи, чтобы быстрее подняться по карьерной лестнице, предполагая, что он должен быть более открыт для сотрудничества с другими людьми и становления командным игроком. Джей затем спрашивает, если бы кто-то был слишком слаб, не обрушился бы он на всю команду, а также считает, что опора на других на самом деле не делает тебя героем. Как раз в этот момент они слышат, как группа из 3 героев низшего класса издевается над молодым парнем в очках. Они набрасываются на него и приказывают ему больше никогда не показываться им на глаза. Молодой парень говорит, что если он
он не воспользуется своими способностями, преступники убегут и причинят еще больше вреда обычным гражданским лицам. Однако хулиганы не заботятся о простых гражданских лицах, поскольку они не причиняют никаких проблем, так как же они должны повысить свой ранг героев. Они говорят, что для преступников лучше сбежать, чем быть пойманными таким четырехглазым ботаником, как он, и сказать ему немедленно уволиться из в ассоциацию героев. Иначе они будут продолжать избивать его. Парень в очках называет их какими-то фальшивыми героями, а они в ответ смеются над ним, говоря, что он идиот, который умрет как великий Зеро. Затем они отбрасывают его в сторону, но Джай ловит его как настоящий босс. Тем временем Ян бросается вперед и наносит удар парню, который его бросил. Парень просто блокирует его удар и называет его еще одним идиотским фанатом Зиру и готовится нанести ответный удар, однако Джай бросается между ними и удерживает их обоих. Хулиган отступает назад и показывает, что они знаменитая группа героев ранга D, братья из Золотого Треугольника. В этот момент к ним сбоку подходит парень с голубыми волосами и спрашивает, можно ли им немного поговорить. Братья из Золотого Треугольника оборачиваются и начинают паниковать, узнав в нем печально известного неудачливого игрока с рейтингом И по имени 13. Он начинает приближаться к ним, заставляя их испугаться, и как раз перед тем, как он делает еще один шаг вперед, сестры Золотой Треугольник убегают, поджав свои маленькие хвостики. Увидев это, Джей и остальные были по-настоящему поражены, а парень в очках представился королем. Джан называет его очкариком и подшучивает над ним, в то время как Джай обычно представляется и спрашивает Ренка, который только что заставил банду Ди Ренкас сбежать. Этот парень представился 13-летним и сказал, что несмотря на то, что он всего лишь электронный ранкер, люди боятся его. А также они единственные, кто обращался с ним как с нормальным человеком в течение многих лет. Джай спрашивает его, действительно ли у него нет друзей, и 13-й достает свой мобильный телефон и показывает ему фотографию своего Genshin Impact вайфа. Джан говорит Джи, что 13-й похоже слабак, которому нравятся два символа D. Но Джи оказывается таким же культурным человеком, как и он, и подходит к 13-му, чтобы показать ему свою женскую вайфу из двух. И они мгновенно становятся друзьями, так как у них схожие вкусы. Он кладет руки 13-му на плечи и спрашивает, не хочет ли тот стать его партнером, и 13-й соглашается со слезами на глазах, потому что никто никогда не пытался стать его другом, не говоря уже о том, чтобы предложить ему присоединиться к их команде. Он заканчивает тем, что плачет счастливыми слезами, заставляя Джая немного волноваться за него. Кинг спрашивает о его сверхспособностях, и 13-й говорит, что его сила приносит несчастье. Джай спрашивает, есть ли у него способность приносить несчастье только своим врагам, но 13 показывает, что его способность влияет на всех вокруг него. Поэтому он приносит несчастье своим близким, куда бы он ни пошел. Далее он объясняет, что с детства был проклят сверхъестественным невезением, и люди стали называть его невезучим призраком. Когда он был маленьким, приют, в котором он воспитывался, загорелся и сгорел дотла. Его отправили в другой приют, но через несколько дней после его перевода этот приют также был разрушен оползнем. После этого, куда бы он ни пошел, это место оказывалось под водой, и после того, как множество приютов рухнуло из-за его невезучей силы, он начал жить на улицах. 13 лет затем объясняет, что несмотря на все эти невезения, с ним все еще иногда случаются хорошие вещи, и приводит пример того, как Зеро спас его. С тех пор Джи начинает беспокоиться о своем собственном невезении. Тем временем 13-й притворяется нулевым и в шутку ударяет кулаком по столбу. К сожалению, из-за его силы невезения это оказывается слабым местом для всего здания, и оно мгновенно начинает разваливаться на части. Потолок рушится, и множество людей получают травмы от обломков. Кинг оказывается раздавленным огромным обломком, а Джей также занят спасением ребенка. Затем он приказывает 13-му спасти Кинга и доставить его в больницу. Позже они все встречаются в вестибюле после операционного лечения. Кингу каким-то образом удается выжить, и его бросают в лечебную палату с бинтами по всему телу. 13-летний мальчик очень сожалеет о том, что он сделал, но Джая говорит ему перестать корить себя за это, и по-прежнему хочет, чтобы он присоединился к ним в качестве члена их партии. Кинг и Джен тоже согласны, но советуют ему держаться на расстоянии из-за его удачи, в то время как Джай не возражает быть рядом с ним. Новый невезучий друг. Несколько дней спустя Кинг наконец выздоравливает, и Джай вместе с 13-й друзьями играют за столом в карты. Затем приходит Джан с письмом, и Джай спрашивает его, удалось ли ему наконец получить любовную записку. Джан признается, что ему еще не так повезло, и принимает большую дозу копиума. Оказывается, Джану удалось получить их первую работу в группе героев, и именно это привело его в восторг. Их миссия состоит в том, чтобы поймать группу преступников, которые обмениваются незаконными предметами. Предполагается, что в группе есть группа криминальных наемников уровня моря, но по какой-то причине со всеми ними происходят несчастные случаи, так что многие из них начали покидать группу. Наши герои остановились в соседнем здании, где 13-й наблюдает за преступниками, в то время как Джей и Джен расслабляются на крыше, поедая бекон и вяленую говядину. Все они знают, что 13-й и его невезение ответственны за все несчастные случаи, происходящие с вражескими наемниками, и велят ему следить за ними. Еще несколько дней, и все они попадут под действие его талисмана, и никому из них даже пальцем не придется пошевелить. Ян считает, что это не сработает, поскольку они могут не получить никаких вознаграждений от ассоциации героев, если с преступниками не разберутся напрямую. Тем временем они превратили Кинга в своего лакея, который
который приносит им закуски и носит снаряжение. Джен говорит ему, чтобы он принес свое снаряжение супергероя вместе с парой пакетов с острым беконом, и это его раздражает. С другой стороны, 13-я группа объясняет, что сегодня они обмениваются очень секретным и опасным товаром, поэтому их задача поймать их с поличным. Затем он сообщает, что обе стороны наконец-то установили контакт. И в этот момент Кинг также прибывает на крышу с оборудованием. Ян говорит, что он выйдет вперед первым и получит все заслуги, и улетает со своими ракетными ботинками. Тем временем две преступные группировки вступают в контакт, и покупающая сторона просит показать товар перед оплатой. Продавцы соглашаются на это условие, вынимают продукт из камеры и обнаруживают огромный сгусток воды и слизи, превратившийся в монстра. Они управляют им с помощью пульта дистанционного управления и демонстрируют его огромные размеры наряду с разрушительной мощью. Преступники приходят в восторг от этого и приступают к обмену. Но как раз в этот момент Кинг быстро появляется на месте происшествия в своих дурацких очках и говорит, что по закону Ассоциации героев он находится там, чтобы арестовать их. Затем он представляет своих товарищей по команде: Джи, 13-летнего невезучего призрака, и Яна, который падает с неба и разбивается о бетонный пол, теряя сознание. Покупатель приказывает своим людям стрелять в них, но Кинг останавливает их всех на полпути, бросая кучу стаканов на землю. А затем телепортируемся к ним. Он забирает все их оружие, прежде чем телепортироваться обратно в 13-ю комнату. Продавец использует свой пульт дистанционного управления, чтобы заставить монстра из водной слизи атаковать 13-ю комнату. Отстреливаясь из пулемета, он начинает уничтожать его здоровье. Затем он бросает в пасть монстру пакетик пряного бекона, и в конце концов ему хочется еще и погнаться за ним. Они подбегают к Джаю и просят его помочь им справиться с монстром, а Джай разворачивается и отбрасывает слизь как бейсбольный мяч в город. Монстр приземляется на оживленной улице Фуд-стрит и начинает атаковать людей своей вонючей слизью, но Джай мгновенно подбегает к месту и сильно бьет его кулаком. Его клуб. Из-за сильного удара монстр разбрызгивает повсюду свою грязную воду, и люди начинают жаловаться. Джан прибывает на место происшествия и спрашивает Джая, не хочет ли он разрушить это место, разбрызгивая повсюду воду из какашек. Но затем говорит, чтобы он просто позволил ему разобраться с этим. Он снаряжает свое оружие и показывает, что это очиститель воды, так что он быстро убьет монстра с его помощью. Он продолжает наносить удар вперед своими ракетными ботинками и поражает монстра, забывая при этом правильно использовать его силу, поскольку это наносит лишь небольшой урон. Джей затем вытаскивает его и спасает, но Ян все еще думает, что теперь у него все точно получилось. Он настраивает свое оружие и затем переходит в режим хладнокровия, чтобы сразиться с монстром. Слизь атакует его кучей липких щупалец, но Ян уклоняется от всех ее атак с помощью свек и заканчивает бой, воткнув свой длинный стержень в вонючего липкого монстра, превращая его в чистую воду с улучшением кожи, и обладает очищающими свойствами. Монстр врывается в бассейн с водой и смывает все вокруг, делая всех счастливыми. Вскоре Кинг и 13-й также прибывают на место происшествия и замечают, что вокруг Джая собирается толпа. Джай говорит им, что он ничего не делал и что Джон здесь настоящий герой, и указывает на него. Позже в тот же день наши герои сидят вместе в своем здании и жалуются на небольшие очки опыта, которые им присудила ассоциация. Несмотря на то, что они разгромили и захватили в плен сразу две преступные группировки. Кинг говорит, что это должно быть из-за скромной девушки, с которой они столкнулись ранее. Джая пытается спросить девочку, как ее зовут, но она ничего не говорит и продолжает потягивать свой сок. Кинг и Джен обсуждают, как с ней поступить, но в этот момент раздается звонок в дверь, и они узнают, что на пороге стоит герой 3-го ранга Ману. Она входит, играет с девочкой и поздравляет их с выполнением их первой миссии в команде. Джая говорит ей, чтобы она перестала ходить вокруг да около, и спрашивает ее о девочке. Она дает им USB-кабель и позволяет подключить его к экрану. Она объясняет, что несколько лет назад компания Genetic Evolution учредила множество благотворительных организаций по всему миру для бездомных детей. Но их истинная цель – использовать этих детей для проведения своих отвратительных экспериментов. Девочка, которую они нашли, это единственный успешный эксперимент, проведенный в этом учреждении, в то время как все остальные дети погибли в результате сопутствующего ущерба. Услышав это, Джай приходит в ярость и встает, демонстрируя свои непревзойденные способности. Он спрашивает, чем занималась Ассоциация героев все эти годы и почему они до сих пор не покончили со всеми из них. Однако Джай понимает, что он больше не ноль, поэтому успокаивается и говорит, что ему просто немного трудно контролировать свои эмоции, извиняясь за то, что он так разозлился. После этого Ману продолжает говорить, что естественно они годами изучали свои конкурирующие компании. Но после того, как она провела свое собственное исследование и покопавшись в их истории, она выяснила, что у злых компаний есть союзники в Ассоциации героев. И именно поэтому до сих пор никто не смог их закрыть. На самом деле истинным виновником всего этого является никто иной, как сам президент Ассоциации героев Руи. Затем она говорит им, что эта маленькая девочка очень важный объект для компании Руи по генной эволюции,
и они определенно попытаются вернуть ее всеми силами. Значит, Джай спрашивает, не является ли Ману старшим членом ассоциации и почему она ничего не может с этим поделать. Но Ману отвечает, что после сегодняшнего вечера она не сможет гарантировать даже свою собственную безопасность, и поэтому у нее нет другого выбора, кроме как положиться на них. Она говорит, что на этот раз ассоциация, вероятно, пошлет профессионально подготовленных убийц, чтобы поймать девушку. На следующее утро Джей и остальные решают взять маленькую девочку с собой за покупками. Джей также просит свою сестру пойти с ними, чтобы она могла помочь купить кое-какие вещи для маленькой девочки. Ван спрашивает его, откуда он похитил эту маленькую скромницу, и Джай говорит ей, что он спас ее во время миссии и должен защищать ее, потому что у нее нет ни братьев, ни сестер, ни родителей, ни семьи. Домой, куда можно пойти. Услышав это, Ван становится по-настоящему грустным и сочувствующим и смотрит на бедную девочку. Она тут же обнимает ее, спрашивая, все ли с ней в порядке и причинил ли ей брат какую-либо боль или нет. Затем она ведет ее за вкусной едой и покупает ей новую одежду, а Джая говорит ей, чтобы она шла дальше и что он немного отдохнет со своими друзьями, что они будут близки друг к другу. Как только они уходят, все трое замечают, что братья из Алмазного треугольника следуют за ними и готовы вступить в бой. Все они вступают в союз, и братья говорят им, что организация разыскивает героя 3-го ранга Ману, и президент послал их туда, чтобы вернуть его. Их доставили в штаб-квартиру для допроса. Джей говорит, что они никуда ни с кем не пойдут, и это знаменует начало их борьбы. Братья из Алмазного треугольника говорят, что им повезло, потому что сегодня с ними нет невезучего призрака, и начинают с того, что нападают на них всех сразу. Но Джай мгновенно вырубает их всех и убивает, называет их жалкими слабаками. Именно в этот момент Ян понимает, что им следует вернуться к Вану, и они все бегут обратно к девочкам. Они встречаются с Ван и говорят ей, что сегодня им лучше вернуться домой, так как кто-нибудь может прийти познакомиться с маленькой девочкой, а затем спросить ее, где она была. Ван зовет маму, и в комнату входит маленькая девочка в своем новом платье, которое они только что купили. Ван спрашивает Джай, может ли она позволить Муму тоже жить в ее доме, и что она будет защищать ее и заботиться о ней. Джай удивляется этому и смотрит на двух других, и они говорят ему, что это было бы идеально, потому что Джай самый сильный среди них, так что Муму будет намного лучше. Быть рядом с ним безопаснее. Джай соглашается, после чего они расстаются, и Джай возвращается домой со своей сестрой. Вернувшись в штаб-квартиру Ассоциации героев, президент Руи жалуется, что группа с рейтингом D была просто кучкой неудачников, и они даже не смогли захватить нескольких игроков с рейтингом И. Еще один подозрительного вида китаец также находится в комнате, и он говорит президенту перестать ныть как ребенок, и что на этот раз он пошлет своих собственных обученных людей и позаботится о том, чтобы они навсегда избавились от этих Е-ранкеров. Позже той же ночью на Чена нападает женщина-ниндзя, которая проникает в его дом и убивает манекен-модель со странной ручкой во рту. Она думает, что это голова трупа, и начинает кричать, но затем поднимает глаза и видит стену, полную лиц с такими же ручками, торчащими изо рта. У них во рту. Как раз в этот момент в комнату входит Ян и спрашивает, что происходит, и ниндзя говорит ему попробовать смерть своим собственным оружием, толкая одного из них. Стержни у него во рту. Ян вскрикивает, и оказывается, что эти стержни – специальные высокотехнологичные зубные щетки, которые он разрабатывает для использования во время своих героических миссий. Далее девочка берет что-то похожее на рукоятку светового меча и высвобождает из него плазменный клинок. Затем она направляет меч на Чана и атакует его им за то, что он одурачил ее, но оказывается, что этот клинок – еще один из его высокотехнологичных туалетных принадлежностей, который мгновенно очищает его. Несмотря на то, что в нем есть сбой, который также разрушает одежду. Девочка начинает паниковать, увидев его длинную сюжетную броню, и убегает, говоря, что она никак не сможет победить этого идиота. С другой стороны, Джай бездельничает у себя дома и замечает, что кто-то наблюдает за его домом из леса. Он мгновенно появляется за спиной преступника, который оказывается убийцей высшего ранга из Ассоциации героев. Он может превратить свои руки в острые лезвия и продолжает наносить ему удары, но Джай отключает его одним ударом и заставляет задуматься о своем неудачном жизненном выборе. Парень встает и вводит себе какое-то соединение Ви, превращаясь в своего монстра, который дает ему силу героя С-ранга. Затем он телепортируется за спину Джая и пытается ударить его, но Джай просто разворачивается и разрушает его руку. Парень-монстр отскакивает назад, восстанавливает свою руку и использует ее. Но Джай с легкостью уклоняется от ударов и сбивает его с ног одним ударом, заставляя Сайтаму волноваться в другой вселенной. Джай уходит, предлагая ему вернуться к своему хозяину и сказать ему, чтобы он прекратил создавать проблемы, потому что они не смогут заполучить эту девушку, пока он там с ней. Парень-монстр говорит, что он может победить его, но на самом деле он не может убить его, пока у него есть способность к регенерации, которая помогает ему и его сестре восстанавливаться до тех пор, пока он горит. Услышав, как он угрожает своей младшей сестре, Джай останавливается и оборачивается с убийственным блеском в глазах. Он говорит, что перешел черту, хватая свою дубинку и превращая ее в меч. Затем он взмахивает им один раз и уничтожает парня-монстра вместе с целой горой позади него, говоря, что он больше никому не позволит пострадать в его присутствии, и возвращается домой. Затем он вспоминает их разговор с Ману, когда она сказала им, что через 3 дня президент встретится с людьми из компании Genetic Evolution, и у них будет редкая возможность поймать их с поличным и уничтожить всех сразу. Джая вспоминает обо всем, что произошло до сих пор, и о том, что герои нашего времени работают только ради славы и денег. И ни у кого нет истинной сущности самоценности
самопожертвования, необходимой для защиты других, как у настоящего героя. Он говорит, что восстановит былую славу Ассоциации героев и намерен принять участие в предстоящей битве, чтобы уничтожить таких отбросов, как Руи. На следующий день Джай, Джан и Кинг присоединяются к Ману на их секретной базе, и она рассказывает им об их плане. Сегодня вечером Руи и компания Genetic Evolution Company соберутся вместе, и чтобы разобраться со всеми сразу, им нужна дополнительная помощь. Чтобы компенсировать это, Ману пригласил нескольких героев высшего ранга из пчелиного города, включая ледяного мага Е и Лигу мускулов. Если они потерпят неудачу сегодня вечером, последствия будут катастрофическими, поскольку препарат генетической эволюции распространится по всему рынку, и очень плохие люди погибнут. До того, как использовать безумное количество энергии. Затем Джи смотрит на тебя и называет ее коротышкой, так что они начинают драться. Она также называет короля четырехглазой лягушкой и пинает его. Однако Ману пытается успокоить их, говоря, что Джай был единственным, кто смог разрушить оборону Руи в каждом городе. Гей спрашивает Кинга, почему он был там, и тот отвечает, что у Руи есть его адрес, и он не может вернуться домой, пока не убедится, что о нем позаботятся. Ману говорит, что благодаря неудачным усилиям 13 человек им удалось уничтожить штаб-квартиру компании Genetic Evolution в городе. И внутренний конфликт должен быть последней причиной провала этой миссии. После этого они все собираются ночью и направляются к месту, где Руи встретится с сотрудниками компании Genetic Evolution Company. Там также присутствуют члены Лиги мускулов, и они, похоже, действительно заинтересованы в милых руках Джая. Как раз в этот момент перед Руи приземляется вертолет, в котором находится президент компании по имени Ган. Члены мускульной лиги тоже доказывают, что они всего лишь мускулистые головы, и они начинают атаковать, не получив никакого сигнала от Бану, и Ян тоже следует за ними. Руи посылает своих людей, чтобы дать отпор, но сталкивается с Джаем. С другой стороны, Ган закрывает дверь и начинает отступать, в то время как Ману говорит тебе, чтобы ты не дал им сбежать. Она сбивает вертолет своими ледяными осколками, но в этот момент вражеский снайпер сбивает и ее тоже. Джай и Ману встают перед Руи, в то время как Кинг отправляется спасать тебя. Снайпером оказывается Лиза, герой первого ранга в городе H, которая обладает способностью контролировать направление пуль. Вану велит Джаю отправиться в погоню за Ганом, пока она будет разбираться с президентом Руем. Джай отправляется на место крушения вертолета и сталкивается с Ганом, который оказывается тем же самым подозрительным парнем, который ранее послал убийц за Джан и Джаем. Ин прыгает сзади и пытается напасть на Джай, но он блокирует все ее атаки и отбрасывает ее обратно к Ганю. Как раз в этот момент на сцену выходит Джан и начинает сражаться с девушкой-ниндзя Инь. Они оба обмениваются несколькими ударами, но в конечном итоге он сбивает ее с ног сильным ударом. Затем она встает, и Ян предлагает ей перейти на другую сторону, но девушка говорит, что никогда не будет работать на такого глупого богатого парня, как он, и атакует его множеством ударов своими клинками. Ян уклоняется, но получает удар от одного из них. Ян подходит, чтобы нанести последний удар, но Ян встает и просит ее поговорить с ним. Она говорит, что им больше не о чем говорить, но он просит ее разобраться в ситуации. Он начинает говорить о своем богатстве и говорит, что может предложить ей больше, чем то, что ей платят. И что более того, он может предложить ей новую жизнь, в которой она сможет ему не нужно убивать. Она говорит, что у нее нет причин верить ему, и пока она убивает его, у нее есть выход. Но Чан решает использовать самую популярную технику в истории аниме Токноуджатса и сочетает ее со своим богатым опытом. Он говорит ей, что убив его, она сама не сможет избежать смерти, и это только отодвинет сроки. Поскольку она наемный убийца, однажды ее выследят, поймают и снова используют. Он говорит, что знает, что в этом мире действительно осталось меньше настоящих героев. Но ей самой решать, хочет ли она сама стать настоящим героем или просто быть любимчик тех, у кого есть деньги и власть. Он позволяет своей ране кровоточить, подходит к ней и дает ей шанс принять решение, и в итоге выигрывает пари, когда она опускает свой клинок и кладет голову ему на грудь. С другой стороны, Кинг встречается с тобой и спрашивает, все ли с ней в порядке. Она говорит ему, что ей не нужна его помощь, и отталкивает его в сторону, чтобы создать ледяной щит, защищающий Лизу от пуль. Одна из пуль пробивает ее щит, и она падает назад, но Кинг ловит ее и телепортирует в лес. Он использует свой большой мозг и говорит ей следовать его инструкциям. Основываясь на направлении стрельбы, расстоянии и использованном копиуме, он определяет текущее местоположение Лизы и приказывает ей заморозить его. Лиз получает ранение и телепортируется прочь, а Yi хвалит его за то, что он действительно умный. Они оба встают и решают встретиться с Ману, но Лиз появляется позади них и сталкивает Кинга с дерева, одновременно заключая Yi в силовое поле, используя его способность. Затем он спрыгивает вниз и начинает избивать Кинга до полусмерти и, наконец, переступает через его голову. Он говорит Yi, что получил устройство силового поля от президента, и хотя обычно оно используется для задержания международных преступников. Эта версия устройства была модифицирована компанией Genetic Evolution для того, чтобы мучить героев. Затем он наставляет пистолет на Йо и просит ее попрощаться, но Кинг встает и снова начинает с ним драться. Лиз избивает его еще раз и снова наступает на него, но Кинг заставляет его отскочить, бросая в него устройство, похожее на бомбу. Лиз отбрасывает его на дерево и поворачивается к тебе, но Кинг телепортирует
активируется и, используя свое занудливое флэш-дзюцу, наносит чистый удар по металлическому телу Лиз. Лицо. Все заканчивается именно так хорошо, как и следовало ожидать, и он только поранил себе руку. На этот раз Лизе надоело, что его дурацкая физиономия раздражает его, и он начинает бить его как боксерскую грушу и швыряет на землю как тряпичную куклу. В конце концов, Кинг пытается дать отпор, активируя бомбу и взрывая ее у себя на лице, но наносит больше вреда себе, чем другим. Лиза, наблюдая, как ее четырехглазый симпатяга падает на землю, она высвобождает всю свою мощь и прорывается через тюрьму силового поля, используя свой крест. Способности. Затем она хватает своего потерявшего сознание раба и убегает оттуда. Тем временем Джай достает свою железную дубинку и вступает в динамичную схватку с Ганом. Ган обрушивает на него шквал ударов, но это никак не влияет на Джая, поэтому он решает ввести себе большую дозу очищенного копиума. Благодаря силе Пепе он превращается в более сильную демоническую версию самого себя и начинает пробивать землю своими ударами. Джай говорит, что тогда ему придется быть немного серьезнее, и бросается в атаку, используя несколько комбо из боевых искусств. И заканчивает тем, что одним ударом уничтожает Гана тяжелым ударом у него в животе. Затем он пинает его по глупой физиономии, называет слабым и высокомерным и уходит оттуда. Тем временем Ману решает сразиться с Руи и превращает свои руки в ледяные клинки. Она бросается на него, чтобы сбить с ног, но Руи в ответ запускает в нее кучу металлических осколков. Она парирует их все и умудряется ударить его по руке, но когда дым рассеивается, становится видно, что Руи носит свою броню Цзицзи без каких-либо повреждений. Она наносит еще один удар, но Руи говорит ей, что сейчас 2023 год и защита себя – это часть всего этого равенства, поэтому он сильно ударил ее в живот, а также сбивает ее с ног еще одним ударом в спину и позволяет ей почувствовать вкус грязи на земле. Он продолжает хватать ее за голову и спрашивает, сожалеет ли она теперь о своих действиях, но она говорит ему, что настоящие герои никогда не сожалеют о борьбе со злом, и пытается ударить его по голове. Он хватает ее клинок и ломает его своей рукой, а затем разбивает ее голову о землю, как варвар. Затем он поднимает ее за шею и говорит ей, что для нее это конец. Она говорит, что готова к этому и использует свою способность «Ледяной лотос», чтобы удержать его на месте. Он говорит ей, что это бесполезно, но она говорит, что ей просто нужно было подержать его там на мгновение, и зовет Джая по имени, прося его о помощи. Как раз в этот момент Джай спрыгивает вниз, появляется позади Руи и отправляет его в полет сильным ударом своей толстой железной дубинки. Он помогает Ману подняться на ноги, и они говорят Руи сдаться, но у него все еще остается доза очищенного копиума, и он вводит ее себе, превращая себя в монстр С уровня. Он призывает свои железные шипы и стреляет ими в них, и Ману замечает, что они стали значительно сильнее, чем раньше. После этого Руи снова атакует Ману шипами и застает ее врасплох, но Джай прыгает вперед и блокирует атаку своей дубинкой. Затем он бросается к Руи и наносит ему сильный удар, легко пробивая его защиту железными шипами и заставляя его согнуться на коленях. Он спрашивает Джая, является ли он также С-ранкером, о котором они не знают, но Джай говорит, что он не знает, потому что никто не знает. Смог правильно оценить его. Руис говорит, что это не имеет значения, и телепортируется за ним. Он использует работу ног в древних боевых искусствах и говорит, что никто не может увернуться от этого, но Джай просто избегает всех его атак, как будто у него есть сверхчувственный инстинкт, и останавливает его удар одной рукой. Затем он хватает его как Гоку, подбрасывает в воздух и прыгает за ним. Руи использует самоуничтожение, чтобы атаковать его кучей железных осколков, но Джай уклоняется от всех них и бросается вниз, чтобы ударить его своей дубинкой, отправляя его на землю. Как только бой заканчивается, Ману спрашивает его, мертв ли Руи, но Джай отвечает, что он знает, как контролировать свою силу, и что он должен быть в состоянии прийти в себя после нескольких дней в больнице. Затем она спрашивает его, действительно ли он герой С-ранга, и он отвечает, что не знает. Как раз в этот момент появляется Ян с первым членом своего гарема, и Джай дразнит их обоих. Инь швыряет Яна на землю и говорит, что это совсем не то, о чем они думают, и он просто предложил ей шанс поработать на него, поэтому она решила пойти туда, где были деньги. Джей говорит, что только такому глупому богатому ребенку, как Ян, могло сойти с рук подобное предложение, и высмеивает его, в то время как Ян лежит на земле, истекая кровью, и просит их прекратить жаловаться и помочь ему. Они оба встают, и Джай просит Яна угостить их, а Ян говорит, что устроит им вечеринку в шикарном отеле. Все выглядят довольными результатами этой миссии, но как раз в этот момент входит Е с потерявшим сознание королем и просит о помощи. Несколько дней спустя Кинг и Чан проходят лечение в больнице, в то время как в национальных новостях появляются заголовки о незаконных сделках, совершенных ассоциацией героев H-City. В очередной раз закутанный в бинты, как мумия, Кинг жалуется на коррумпированное правительство и не упоминает о том, что именно они их поймали, и недоумевает, почему они должны кого-то бояться, будучи настоящими героями. Тем не менее, он счастлив, что у него появилась подружка, которая ухаживает за ним и кормит его супом своими руками. По другую сторону занавеса Ян наслаждается обращением со стороны Яна и говорит, что как истинные герои, такие как Зеро, они должны привыкнуть прятаться. Их истинные достоинства и слава. Как раз в этот момент заходит Джай и спрашивает тебя о своей сестре Ману, и говорит, что она сказала
ему, что встретится с ним у него дома, но прошла неделя, а он ее не видел. Как раз в этот момент Ману подходит к нему сзади и спрашивает, скучал ли он по ней. Она говорит, что у их группы не будет проблем со старым президентом. Семья Руи и ее семья Донг обсудили с ними все вопросы. Затем она сказала, что эта битва доказала, что им всем не помешает немного потренироваться, и сообщила, что она забронировала для них специальное учебное заведение в Ассоциации героев. Ян и Кинг очень взволнованы этим, но Джай говорит, что он пройдет, потому что он уже намного сильнее их всех. Он злится на свой комментарий и говорит, что мужчина всегда должен стремиться к самосовершенствованию, но Джая говорит, что он легко может справиться со всеми ними сразу и даже не вспотею. Yi принимает его вызов, и они все отправляются на крышу, чтобы показать ему, что он полон дерьма. В этом бою Ману, Yi, Ян и Инь одновременно атакуют Джая, в то время как Кинг наблюдает за происходящим со стороны в своем инвалидном кресле. Джай легко блокирует все их атаки и говорит, что у них нет чувства командной работы. Затем он сбивает Яна с ног и очень сильно бьет тебя в ответ. Инь бросается вперед и начинает атаковать его, а Ману продолжает использовать свои способности к манипулированию льдом и ловушки в ледяном лотосе. Но Джай просто разносит все это на куски ударом кулака и позволяет Ману тоже отступить. Ин прыгает и пытается нанести какой-то урон, но также легко получает по заднице, и в довершение всего Джай избивает Джан, потому что почему бы и нет. После этого он желает им всем до свидания и говорит, что ему нужно пойти забрать Муму. Ману признает огромную разницу в их силе и говорит всем собраться и подготовиться к тренировке. Кинг отказывается от участия из-за своих травм, и Ян тоже пытается убежать, но Ману не дает ему идти. Позже той же ночью Джаю разбивают его уродливое лицо, которое становится еще более уродливым, когда его сестра Ван избивает его. Оказывается, Джай и Муму подобрали маленькую собачку на улице по дороге домой и хотят оставить ее себе. Ван, будучи мамой, говорит им избавиться от нее, и что нет означает нет, но Муму и щенок используют щенячьи глаза, и в итоге получается суперэффективно против нее. На следующее утро она берет собаку с собой на прогулку в научно-исследовательский институт доктора Кина. Она планирует использовать ее в качестве экспериментального объекта и повысить ее IQ до такой степени, что она начнет говорить и сможет читать книги. Она просит доктора Кина следить за ее исследованиями, но он говорит, что занят, и извиняется перед ней за то, что не смог прийти в тот день. Оказывается, доктор Кин занят общением с главой семьи бывшего президента Руи и с ним самим. Они здесь для того, чтобы извлечь данные из психически парализованного Руи. Доктор Кин говорит им, что это больше невозможно. Услышав это, лидер клана просто убивает Руи и говорит, что в его семье нет места слабым людям. После этого они начинают выходить, и их встречает новый президент Ассоциации героев города И, а также молодой мастер семьи Донг, Ян. Ян также является старшим братом Ману И. Лидер клана Руи говорит ему, чтобы он не создавал проблем, и что он все еще не решил проблему с Ману, сующий свой нос не в свое дело. Ян говорит, что он разберется с ней, и говорит ему, что это важный момент для их плана, и поэтому он не должен беспокоиться о том, что произойдет. Женщина. Как только он уходит, Ян спрашивает Кена об исследованиях, которые он финансировал, и говорит, что он привел для него помощника и представляет его Кену. Доктор Мусили. Несколько дней спустя Ману и остальные возвращаются со своих тренировок и встречаются с Джаем в штаб-квартире героя для вводного инструктажа. Речь нового председателя Ассоциации героев. Ману приветствует Джая и спрашивает, скучал ли он по ней, но Джай ведет себя как настоящий мужчина и говорит ей, что она становится все более странной с каждым днем. Как раз в этот момент к Джаю подходит знакомое лицо, представляющееся героем Ранки и идолом пения из семьи Шишин. Он называет его своим учителем и спрашивает у него советов, как сблизиться с Ману, но Джай говорит ему держаться подальше от его сомнительных деловых практик. Скоро начнется церемония открытия. На сцену выйдет Ян и произнесет свою речь, как настоящий лживый политик. После своей речи 13-й спрашивает других, должен ли он пойти и поговорить с новым президентом о присвоении ему нового звания. Но другие избивают его и говорят, чтобы он сделал это. Держите его несчастную физиономию подальше от всего здания, иначе он разрушит его, как в прошлый раз. Тем временем Ману уходит за кулисы, разговаривает со своим братом и спрашивает, не хочет ли он отвезти ее домой, но он говорит, что пришел по какому-то другому делу. А затем хватает ее за лицо и говорит, чтобы она убрала за собой, и что если она попытается убежать от них, он убьет ее. Он найдет ее в аду и вернет обратно, даже если ему придется тащить ее за волосы. Как раз в этот момент входят Джай, Джан, Король 13 и Шишин, и встают рядом с Ману. Ян подходит к Джаю и говорит, что узнает в нем человека, который убил Руи, и предлагает ему присоединиться к своей семье. Джай смотрит на него с улыбкой, а затем вежливо отклоняет его предложение. Янг оборачивается и говорит, что все в порядке, а затем рассказывает ему, что раньше были такие же люди, как он, которые отклонили его предложение только для того, чтобы оказаться в 6 футах под землей. Джей говорит ему, чтобы он подошел к нему, если хочет, чтобы его убили, и говорит, что по крайней мере он лучше, чем такой лицемерный лжец, как он, который продает свою репутацию всем, кто находится на сцене. Ян приходит в бешенство, развязывает своих завоевателей и заставляет всех преклоняться перед ним. Он говорит Джаю перестать думать, что он находится в небе после того, как победил несколько маленьких рыбешек. Но Джай остается совершенно невозмутимым из-за его слабого хаки и говорит, что его умственные способности столь же жалки, как и его лицо. Янг становится еще более безумным и пытается усилить давление на всех остальных, но Джай отправляет его обратно в полет внезапным взрывом его собственной ярости, из-за чего его рвет
плывет кровью. Он отчитывает его, а затем возвращается, чтобы помочь своим друзьям, и Янг тоже уходит, чувствуя себя разбитым. По пути к выходу все они обсуждают возможность того, что Ян был в сговоре с Руи и его грубое поведение по отношению к Ману. Джай решает послать 13-го за Ману и просит его спросить об этом у нее. Как раз в этот момент ему звонит его сестра Ван, и она сообщает ему, что эксперимент с собакой завершен, и он может приехать и забрать ее. Джей соглашается и решает отправиться туда вместе с Шан. После того, как она закончила разговор, к Ван подошел доктор Мусили, который спрашивает ее о ее исследованиях и поражается ее устройству, которое может сделать собаку настолько умной, что она сможет читать и говорить. Он говорит ей, чтобы она продолжала хорошо работать, и уходит, и как раз в этот момент Винфек, мужчина, которому она постоянно отказывала после того, как он несколько раз приглашал ее на свидание, вытаскивает Вана. Она говорит ему, чтобы он уходил, так как она никогда не выйдет за него замуж. Но он говорит, что он здесь для того, чтобы посоветовать ей бежать из этого места. Потому что те, кто поддерживает исследования доктора Кина, это никто иные, как семья бывшего президента Руи и нынешнего президента, семья Яна. Он говорит, что они должно быть готовят что-то плохое, и для нее было бы опасно оставаться там дольше. Она немного задумывается об этом и понимает, что он говорит правду и говорит, что она должна спасти доктора Кина и что она не трус, которая бросит кого-то другого в опасности и возвращается обратно. Как только она уйдет, Вэнь Фэн позвонит своему секретарю и попросит его приставить к Вэнь несколько телохранителей из Тянь и позаботиться о том, чтобы она не пострадала любой ценой. Тем временем Джай и Джан направляются в институт, и Джай замечает, что какие-то люди наблюдают за Ван на расстоянии. Он ловит одного из них и заставляет Джан сделать что-то сомнительное, чтобы заставить ее отказаться от своих союзников. С этими словами они поднимаются на крышу и вырубают всех телохранителей Тянь, и Ян говорит, что они принадлежат к роте под командованием Вэнь Фэна. Услышав это, Джай по-настоящему злится и думает, что Вэй Фэн должно быть пытается похитить его сестру, потому что она так много раз отказывала ему. И говорит, что он пойдет и заставит его заплатить за то, что он послал за ней людей. С другой стороны, когда Фенг получает сообщение от своего секретаря, что все телохранители Тянь, которых они разместили, были вырублены, ничего не помнят. Он задается вопросом, почувствовал ли Ян, что он защищает Ван, и решает защищать ее несмотря ни на что. Тем временем Джай и Джен заходят в лабораторию Вана, чтобы забрать собаку с более высоким IQ, чем у Джая. Джай дарит Ван специальный медальон и говорит ей нажать кнопку посередине, чтобы позвонить ему, если у нее когда-нибудь возникнут какие-либо проблемы. Она думает о семьях Яна и Руи и говорит, что не может вовлекать своего брата в такие опасные дела, и говорит им обоим уходить. Вернулась домой с собакой и поняла, что она прекрасно может сама о себе позаботиться. На другом конце города 13-й наблюдает за особняком Ману и замечает шикарную машину, подъезжающую к дому. Вскоре несколько роботов также проходят перед ним, и из него выходит светловолосый парень. Оказывается, он новый молодой хозяин семьи Руи Чжаян, а также жених Ману. Она проходит мимо него и говорит, что он и его семья – стадо свиней, а молодой мастер Чжао хватает ее за волосы и швыряет на землю. Он сказал, что обязательно почистит ей рот своей специальной зубной щеткой, как только они поженятся. Она говорит ему, чтобы он просто убил ее, если он не хочет так сильно ее видеть, но он говорит, что в этом не будет никакого удовольствия, и что он будет с нетерпением ждать их встречи. Поженимся на всю жизнь. После этого он велит ей сесть в его машину, как хорошей девочке, но прежде чем она успевает что-либо предпринять, входит группа мужчин из Лиги Мускулов и говорит, что они слышали женский крик. Они смотрят на Ману, лежащего на земле, и бросаются на Сихао, но он посылает своих роботов и забивает их крошечные мозги до основания. Она говорит, что будет повиноваться ему, и умоляет его остановить своих роботов, но он затаскивает ее в машину и заставляет смотреть, как они убивают друг друга. Его роботы продолжают выбивать живую душу из этих мускулистых голов. В конце концов, она использует свою способность и направляет ледяной клинок ему в шею, приказывая остановиться. Он смотрит на нее и спрашивает, действительно ли она думает угрожать своему будущему мужу, и замечает пулю, летящую в его сторону. Он ловит ее пальцами, отбрасывает назад, как зверь, и сбивает 13 человек с дерева. Затем он формирует ветряное лезвие и также наносит им удар 13, а также отбрасывает Ману в сторону, называя ее раздражающей. Она говорит, что будет хорошей и сделает то, что он хочет, в обмен на то, что он отпустит ее друзей, и он говорит хорошо и уезжает с ней, чтобы немного повеселиться. Но как только они покидают особняк, он приказывает своим роботам прикончить всех, кто пытался напасть на него, как хитрый лис, которым он и является. 13 лет. Наблюдает за тем, как автомобиль исчезает из поля его зрения и приказывает им остановиться, но затем робот подходит к нему и готовится убить. Прикончите его энергетическим взрывом. Робот выстреливает энергетическим зарядом, но Джай прибывает как раз вовремя и спасает 13-го. Он говорит ему, чтобы он оставил все остальное ему, и достает пылающий меч из своей бесконечно большой черной дыры. Он говорит, что это ему понадобится, чтобы победить этих роботов с регенеративными свойствами, и начинает рубить их всех, как кусок металлолома, которым они и являются. Вернувшись в машину, Зехоу получает уведомление о том, что его роботы были уничтожены, и задается вопросом, кто мог бы быть достаточно силен, чтобы сделать это. Он проверяет камеру и замечает парня, держащего меч духа огня,
и слышит, как Ману называет его Джай. Он говорит, что возьмет это оружие в качестве приданого, в то время как Ману недоумевает, почему Джай помогает ей. Вернувшись в особняк, Кинг и Ян тоже прибывают на место происшествия и рассказывают Джаю обо всем, что они узнали о Ману и семье Аян. Джай приходит в ярость и говорит, что он пойдет и уничтожит всю их семью, но его друзья успокаивают его и говорят, что им нужно позвонить скорая помощь на 13 часов ровно. После того, как они отправили его в освояси, они сидят в доме Яны, обдумывают план уничтожения семьи Аян и спасения их друга Ману. Первый король напуган и спрашивает, действительно ли им нужно это делать, поскольку Аоэны одни из сильнейших в регионе, и они у нас все еще есть армия сильных роботов, которые разгромят Лигу Мускулов в 13-м, как тряпичные куклы. Ян пытается подбодрить его с помощью какого-нибудь ток-но-дзюцу и говорит, что они герои и сражаются, чтобы победить преступников. И что они не могут просто отступить, потому что преступники сильны, и они должны смело двигаться вперед, как Зеро. У Кинга наконец-то набралось мужества, и как раз в этот момент входит Шишин и говорит, что он слышал о несчастном случае с Ману и хочет помочь своему хозяину Джаю спасти своего друга. С этими словами они идут к Инь и тоже просят ее о помощи, и она взламывает особняк семьи Аян и убивает его. Получает все свои поэтажные планы благодаря помощи собаки с большим мозгом. Она показывает им карту банкетного зала и говорит, что завтра вечером там состоится помолвка Цзихао и Ману. Джай спрашивает ее о более подробной информации, и она говорит, что это политический брак между двумя семьями, чтобы укрепить их узы, а также успокоить многочисленные жалобы по поводу роли семьи Ян в падении Руи. Джай приходит в ярость и говорит, что Ману не является разменной монетой для людей, но Кинг советует ему успокоиться и что им нужен план. Джан говорит, что все они знают, насколько он силен, но сила – это не единственное, что им нужно. Как и в прошлый раз, им пришлось заплатить за победу над Руи в виде Лиги Мускулов. 13 лет и Ману попали в беду. Если они просто ворвутся туда и начнут сеять хаос, на этот раз им придется заплатить еще большую цену. Сказав это, он велит Шишину вывести своих фанатов на улицу и провести митинг у резиденции Аян, чтобы вернуть Ману. Тем временем Инни, собака с большим мозгом, отключит свою систему безопасности, а он, Кинг и Джай проникнут внутрь, перелезя через стену. На следующий день они следуют этому плану и находят способ проникнуть внутрь резиденции. Тем временем Ману наряжается в свое свадебное платье, а ее сестра Е входит и спрашивает, все ли у нее в порядке со всем этим. Ману говорит, что у нее нет другого выбора, и как раз в этот момент входит Джао с красивым парнем рядом с ним. Они тут же хватают парня, советуя ему держаться подальше от уродливой блондиночки, и он предлагает пригласить ее на завтрак. Ману говорит ей тоже идти, и как только они остаются одни, Цзихао хватает ее за руку, прижимает к стене и просит сказать ему, кто этот Джай. Парень был таким. Он говорит, что хотел бы договориться с ним о том, чтобы заполучить меч Духа Огня, и говорит, что это действительно сильное оружие из легенд. Но затем он показывает ей несколько кадров с камеры наблюдения, на которых Шишин и его фанаты собираются перед их дверью. И говорит, что это выглядит, как у них не будет возможности поторговаться. Затем он говорит ей, чтобы она знала свое место и оставалась там как хорошая девочка, иначе она знает, что случится с теми, кого она называет друзьями. Затем он уходит, оставляя ее одну, поскольку она печально желает, чтобы Джай не наделал глупостей. Тем временем Джай и остальные запрыгивают внутрь, и Ян и Кинг замечают, что на нем маска. Он говорит, что скрывает свою личность, и именно поэтому использует другое оружие. Как раз в этот момент Е выходит из леса позади них и спрашивает, кто они такие, а Кинг снимает свою толстовку и говорит ей, что это он. Затем он замечает красивого парня рядом с ней и приходит в ярость. Парень спрашивает ее, знала ли она этих парней, и Кинг встает между ними и говорит, что он хорошо ее знает, и что на самом деле они довольно близки. После этого он начинает читать тебе лекции о таких красивых парнях, как он, которые ни на что не годны и любят играть с девушками. Тем временем Джен и Джай решают оставить его здесь, чтобы занять себя и проникнуть в особняк изнутри. В конце концов они находят комнату невесты, но ее охраняют двое мужчин. Джай говорит, что он пойдет и покончит с ними, однако Ян просит позволить ему выполнить работу героя и уходит. Он немедленно начинает драться с ними обоими и уводит их в другой конец зала. Когда путь Джая свободен, он заходит внутрь и встречается с Ману. Он спрашивает ее, почему она не убегает и не тратит впустую жертву, принесенную ее друзьями. Ману говорит, что она просто выполняет обещание, данное своей семье, что она больше не причинит им неприятностей, и начинает плакать. Но Джай притягивает ее в объятия и говорит, что она действительно важна для него и что он не позволит, чтобы ее так использовали. Она объясняет, что семья Аян одна из сильнейших в регионе, и борьба с ними потребует больших усилий. Однако Джай говорит, что он разберется с любым, кто попытается причинить вред ей или его друзьям, и разрушит стену перед ними своей глифой. Глядя на его большую сильную глефу и твердую решимость, она чувствует облегчение и берет его за руку, когда они решают сбежать из этого места. Они спрыгивают вниз и начинают пробираться сквозь массивное дерево, которое вело к стене, на которую они взобрались. Проходя мимо, они внезапно
внезапно натыкаются на Кинга, которого хлопает по щекам никто иной, как Цзэхао и два его робота. Ману становится страшно, глядя на него, но Джай держит ее за руку и придает ей мужество, а затем подходит к самому Захао. Они оба немного поругались друг с другом, а затем решили уладить свои разногласия поединком на арене 1 на 1. Они заключили пари, что если Джай выиграет, он сможет вернуть Ману обратно, и ей не грозит никаких последствий за это. С другой стороны, если Цзэхао победит, Джай поможет ему достичь своей цели, а также отдаст свой меч Духа Огня. Они оба согласны и назначают матч на арене соревнований, где за ними наблюдают главы кланов Аян и Донг. Цзэхао стоит во весь рост и говорит, что он победит Джая, покажет ему истинную силу и славу клана Аян и завоюет у него легендарный меч Духа Огня. Услышав название легендарного оружия, главы обоих кланов заинтересовались исходом поединка и приняли его условия. Глава клана Аян говорит Цзэхао не использовать всю свою силу и позволяет им начать поединок. Цзэхао спрыгивает на арену, а Джай вызывает свою глефу, известную как серповидный клинок лазурного дракона, и тоже готовится к бою. Цзэхао с самого начала ведет себя высокомерно и говорит, что ему понадобится всего один палец, чтобы справиться с ним. Несмотря на то, что он придурок, он по-прежнему считается самым сильным среди молодого поколения клана Аян и заслуживает того, чтобы к нему относились серьезно. Однако это может быть хорошим советом для кого-то другого, но Джи просто слишком талантлив, и он решает немного поиграть с Блонди Кидом. Еще немного. Он начинает битву, выстреливая в Джи парой ветряных лезвий, но тот рассекает их своим клинком, а затем начинает бежать к нему. Они оба встречаются посередине и начинают сражаться друг с другом в рукопашных единоборствах. Цзи тоже использует свой клинок, но Чжао парирует, покрывая свои руки плотным ветром и отбиваясь таким образом. Они оба сталкиваются друг с другом, и Чжао выпускает ветровую пулю в голову Цзи, а затем наносит ему удар, но Цзи уклоняется от нее и наносит ответный удар своим собственным ударом. Они оба отступают после того, как совпадут поровну. Чжао говорит, что время для игр закончилось, и обрушивает на него шквал ветряных лезвий, как из пушки Гатлинга. Но Джай парирует их все своим клинком и разворачивается со своей глифой, чтобы противостоять Цзэхао, который планирует напасть на него сзади. Цзэхао в последний момент спасает себя от того, чтобы быть разрезанным пополам, взлетая вверх и задаваясь вопросом, куда подевался Джай. Как раз в этот момент он оглядывается назад и замечает, что тот летит позади него, и его сильно пинают на арену. Как только они оба возвращаются на землю, Джи начинает подбегать к нему, чтобы нанести последний удар, но смотри, как он атакует его, бросая в него пару тяжелых камней. А затем формируя многослойный барьер, чтобы блокировать его атаку. Но Джи оказывается слишком сильным для него, и он умудряется блокировать его атаку остатками логова своего барьера и борется за свою жизнь. Для него все начинает выглядеть плохо, и он пытается отразить клинок порывом ветра из своих пальцев, но это заканчивается только тем, что он ломает себе руку. Вернись назад. После этого Джай бьет его кулаком прямо в лицо, и он откатывается на землю. Цзэхао с трудом удается подняться на ноги, но Джай решает пойти на крайние меры и выпускает дракона, заключенного в его клинке. После этого он раскручивает свою глефу и наносит чистый удар по груди Чжао, говоря, что это была расплата за то, что он сделал с 13. Чувствуя себя униженным, Чжао использует всю свою силу, чтобы вызвать гигантский энергетический клинок в небе и обрушить его на Цзи. Но тот просто взлетает и уклоняется от всего этого, а затем возвращается назад, нанося удар ногой по лицу Чжао и отправляя его обратно в стену за пределами арены. Не желая признавать свое поражение, Чжао говорит, что если он не сможет победить, то никто не сможет, и высвобождает запрещенный свиток своего клана. Он высвобождает запрещенное гаремное дзюцу, которому научился у великого сэмпая Наруто, но случайно заканчивает тем, что использует дзюцу «сделай себя уродливым» и превращается в вонючего уродца. Панк с фиолетовым пердежом вокруг себя, который также разрушает всю арену. Ману бросается вниз и ищет Джая, а также встречается с Шаном и Кингом. Все они смотрят на уродливого Чжао и задаются вопросом, что он ел на ужин вчера вечером, чтобы так сильно пахнуть. Но как раз в этот момент Джай выходит из дыма и говорит, что у него есть именно то лекарство, которое ему нужно. Глядя на него, Чжао приходит в ярость и стреляет в него плотным энергетическим лучом, но Джай парирует это собственной лучевой атакой, используя свой клинок. И одним выстрелом убивает его и его пердуна в одну чайку. Как только он падает, Джай фотографирует его уродливую физиономию, чтобы потом издеваться над ним, и празднует их победу вместе с Ману. Пока все это происходит, Йен тайно уходит и решает использовать запрещенную технику своего клана, чтобы стать богоподобным существом. Он не может не испытывать ревности к Джаю за то, что тот был сильнее и даже сумел забрать его сестру, поэтому он решает положить этому конец. В этот мир, давая нам всем понять, что в конце концов он всего лишь потный стажер League of Legends. Он проникает в лабораторию доктора Кина и использует технологию, над которой тот заставлял его работать. Вэнь Фенгу удается защитить Вана, но они оба лежат там без сознания, пока Ян запускает машину и выходит за пределы человечности. В обмен на обретение божественной силы Ян превращается в безбожную версию некоего Джонни с кучей грехов.
Он высвобождает свою безбожную ауру, из-за чего все в округе теряют сознание и начинают смеяться над ними за то, что они жалкие создания. Но среди всех них один все еще стоит и смотрит вниз, чтобы похвалить Джая за то, что он смог засвидетельствовать его божественную ауру. Он вызывает огромные темные облака и говорит Джаю, что теперь он столкнется с гневом Бога, и нападает на него с помощью ауры тигра. Джей просто отбрасывает его назад и посылает сильную ударную волну в свою сторону. Он подходит и говорит, что он просто глупый пират из Evil God, и это по-настоящему злит Яна. Он проделывает дыру в облаках над головой и позволяет себе быть в центре внимания солнца, утверждая, что он истинный бог. Джай говорит ему, что наличие самой блестящей лысины в мире не делает его богом, и что ему следует подумать о том, чтобы пройти курс терапии. Но Ян приходит в ярость и говорит ему сдаться прямо у него на глазах или умереть. Джай говорит ему, чтобы он проявил себя с лучшей стороны, и Янг начинает улыбаться, говоря, что он ожидал такого же ответа. С помощью этого он заставляет несколько массивных камней парить в небе, вызывая кучу штормов и торнадо и атакуя ими Джи. Джи отбивается своей глифой и взлетает, чтобы сразиться с ним в воздухе. Их схватка продолжается некоторое время, прежде чем Йонгу удается сбить его с ног и застать врасплох с помощью способности божественного разрушения духа, которая позволяет ему заглядывать внутрь души человека. Оказавшись внутри, Йен планирует узнать о страхах Джая и использовать их против него, но в итоге он видит кучу суперсильных монстров. И видит, как он держит тело молодой девушки, глядя на нее полными боли и гнева глазами, что возвращает его в реальность. Янг недоумевает, что же он только что увидел, и, опустив глаза, видит, что Джей ведет себя странно. Он говорит, что не позволит своему прошлому повториться, и начинает трансформироваться в черную форму. И с огромным всплеском бушующей энергии он раскрывает себя в образе легендарного героя Зеро. Янг говорит, что это невозможно, что он и есть легендарный герой Зеро, и атакует его кучей торнадо. Но Зеро выпускает луч красной энергии из темного клинка и рассекает темные облака так же, как и атаки Янга. Янг получает травму руки, но говорит, что он еще не сдался, и призывает огромного титана чистой энергии вокруг себя, чтобы атаковать Зеро вместе с ним. Зеро подпрыгивает, садится ему на руки и говорит, что он уже много лет не использовал эту технику, а затем направляет свой черный меч на него. Лицо. Янг хлопает в ладоши, пытаясь раздавить его, но затем Зеро произносит название своей техники рассудительность, и это высвобождает сверхсильную энергию. Волна темной энергии, которая пронзает его энергетический аватар и отправляет его обратно на землю. Он встает и плачет, как жалкий неудачник, и говорит, что не смирится с поражением. Зеро или нет, он не умрет и заставит его склониться перед ним, но затем Зеро использует первую форму суждения и посылает смертоносный луч плотной энергии сквозь него, который режет прямо насквозь, сквозь земную атмосферу, и его можно увидеть даже из космоса. После того, как Янг отразил эту атаку в лоб, он падает на землю и делает еще один выстрел, прежде чем упасть на спину. Именно в этот момент Зеро телепортируется позади него со своим черным мечом и говорит, что он может даже пронзить царство духов. И говорит, что этот мир действительно сложен и не все можно решить силой. Ян говорит ему, что он самый сильный, он ничего не знает о том, что значит быть слабым, и Зеро говорит, что, возможно, он прав. А затем проходит мимо него, высвобождая технику второй формы искупления, прорезая его злую сердцевину и рассеивая его божественные силы. После того, как меч Зеро очистил его злую сущность, Янг снова падает на землю, и вся его жизненная сила медленно иссякает. Зеро снова превращается в Джая и смотрит в чистое небо, разговаривая с Янгом в свои последние минуты. Юнг говорит, что это правда, что по сравнению с Джаем он все еще намного слабее. Джай спрашивает его, помнит ли он, почему он начал стремиться к силе, и Ян вспоминает свои амбиции с детства, когда все, чего он хотел, это стать героем, который спасает других. Он хотел создать мир без убийц и грешников, и для этого ему нужна была сила. Но он не знает, где на этом пути он отклонился от своей первоначальной цели и, похоже, превратился в злодея, достойного ненависти и наказания в этом мире. Затем Джай снимает рубашку, чтобы показать свое тело, покрытое шрамами, и объясняет, откуда у него каждый из них. Он начинает с того, что рассказывает историю, стоящую за татуировкой на его груди, которую он получил, получив удар одним из 13 образований легендарного меча под названием Небесный Палач. Йен спрашивает о том, что у него на плече, и Джай объясняет, что это была атака инопланетян. То, что у него на запястье, он получил в результате странного явления. То, что у него на спине, было результатом пореза, нанесенного богом другого мира. Затем он объясняет, что после битвы со всеми этими сумасшедшими существами он даже не мог узнать свое собственное тело. К счастью, на его руках и лице не было шрамов, и поэтому ему удается обходиться без необходимости говорить об этом, поскольку он не хочет рассказывать о них своей младшей сестре. Слушая его, Янг начинает улыбаться и говорит, что это правда, что ни один обычный человек не может даже представить, в каких битвах ему пришлось участвовать 5 лет назад, чтобы спасти человечество. А затем спрашивает его о девушке, которую он видел в своей душе. Джай говорит, что он не хочет говорить об этом, и говорит, что он уже давно отказался от героя по имени Зеро, а его детеныш превращается в призрака. Он спрашивает его, почему он все еще зарегистрирован как герой, на что Джай отвечает, что только Бог знает, потому что он тоже не знает.
Он говорит, что хочет жить просто сейчас, и использует свой меч только для искупления, прежде чем уйти, когда тело Яна полностью исчезнет. После этого он отправляется в научно-исследовательский институт, чтобы проведать свою младшую сестру и садиться рядом с ней. Когда Фэн приходит в себя и замечает, что Вань в безопасности, он улыбается, но затем замечает свои собственные руки и наручники и задается вопросом, что все это значило. Тем временем Вань приходит в себя и спрашивает его, почему он был там, и он говорит, что должен был прийти и спасти свою сестру как профессионал. Герой. Как раз в этот момент он получает сообщение от Ману и выходит на мост, чтобы встретиться с ней. Ожидая ее, он вспоминает все, что произошло до сих пор, и как он встретил ее в первый день, и что привело к событиям того дня. Как раз в этот момент приходит Ману, чтобы попрощаться с ним. Она решила стать преподавателем в Академии Героев в районе М, который печально известен тем, что там полно преступников. Он спрашивает ее, стоило ли вообще тратить на это время, и она отвечает, что именно он побудил ее сделать то, чего она хочет. Затем она говорит, что ей нужно позаботиться еще об одной вещи перед отъездом, и притягивает его для поцелуя, прежде чем попрощаться с водителем, заходит сказать ей, что пришло время успеть на их рейс. Джая смотрит в небо, предвкушая будущее, и вот так оно и заканчивается.